Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада, и мы сейчас находимся в стране, которую рассматриваем для жизни в будущем, если вдруг в Германии у нас ничего не получится. И нас лишат временной защиты. Всякое может быть. И эта страна называется Черногория. Друзья, мы сейчас на берегу Адриатического моря. Посмотрите, в каком красивом месте. Как здесь тепло, мы в футболках после Германии, это просто сказка, гляньте. Мы снова вернулись в лето, хотя сейчас уже октябрь, уже 11 октября. Здесь люди еще загорают, сразу по секрету скажу. Мы приехали для того, чтобы изучить эту страну на предмет возможностей в ней жить. Мы слышали о том, что здесь достаточно легко получить вид на жительство, легче, чем в других странах Евросоюза. И здесь, в общем-то, хороший климат, очень красиво и всякое прочее. Мы по ходу будем выяснять. Но первое наше впечатление было почему-то не ахти. Легкий шок, можно даже сказать. Но когда мы вышли из аэропорта в городе Тиват, то мы обнаружили вокруг стройку и много хаоса всякого. Дороги не было, мы шли пешком по бездорожью, по каким-то камням, чтобы добраться до ближайшего До автовокзала. До автовокзала. По дороге к нам приставали таксисты, предлагали доехать до Будвы за 40 евро. Но мы знали наперед, что это очень дорого, поэтому... Убеждали, что это самая дешевая цена. И, в общем-то, если мы поедем на автобусе, это будет гораздо дороже. Мы сейчас находимся на автовокзале в Тивате. Пока мы дошли до автовокзала, к нам 8 раз подошли таксисты и предложили нам доехать до Будвы за 40 евро. А мы купили билеты по 4 евро. Вот смотрите, 4 евро. То есть 8 евро заплатили. Сейчас подойдет наш автобус. Представьте, в 10 раз дешевле. Ну не в 10, в 5 раз дешевле, да? Да, вообще. Да, но мы не повелись. Мы все-таки поехали на автобусе. И, в общем-то, не пожалели, потому что все вполне прилично и быстро, и комфортно. Что нас удивило по дороге? Мы смотрели по сторонам в окно, и нам казалось, мы попали в страну, которая отстала очень сильно в развитии. Ну просто можете себе представить, вот мы сидим в автобусе, мы только приехали, смотрим в окно, что мы видим? Мы видим горы, конечно, красивые в отдаленности, а между горами и нами, между этой дорогой, сплошные хащи, то есть это какие-то кусты и постоянные стройки, какие-то камни, грязь, какие-то экскаваторы, люди, рабочие. Конечно, тут работы, по всей вероятности, много. Ну, так складывается впечатление, что много, хотя интернет говорит, что именно из-за того, что здесь мало работы, сами черногорцы едут на заработок в другие страны. Да, нужно сказать, что это очень маленькая страна, здесь всего население 620 тысяч человек. Представьте, 620 это как просто крупный город, да? И из них 100 тысяч постоянно на заработках. То есть каждый шестой черногорец работает где-то в Европе, и наоборот они едут в Германию, а мы пытаемся из Германии приехать сюда. В Германии такого хаоса нету. И это говорит о том, что у них не урегулировано здесь на законодательном уровне, и никто не может заставить их все это привести в порядок. С одной стороны, это хорошо, давление законов нас немножко поднапрягает в Германии, а с другой стороны, мы понимаем, что здесь может быть и такая ситуация, когда... Допустим, тебя обокрали, и тебя никто нигде не защитит. Или еще какие-то ситуации, связанные, допустим, с защитой прав. С правовой сферой, да. Да. Но, хотя то, что мы читали об этой стране в интернете, много положительных отзывов. И говорят, что здесь, наоборот, криминала очень мало, особенно в маленьких городках, особенно не в сезон или даже в селах. Там все друг друга знают, немного людей, и если кто-то что-то нарушит, все об этом все равно узнают, нету смысла нарушать. Еще
самая интересная такая особенность, мы попали в русскоязычную среду, то есть здесь все говорят на русском. Мы уже привыкли снимать, и знаете, так, в Германии мы говорим просто, и нас никто не понимает, мы можем говорить все, что угодно. Вот. А Да, здесь это нет, комфортно. ты идешь, снимаешь, и вот как поначалу, да, мы немножко так, все слышат и понимают, что ты говоришь. Очень много русскоговорящих. Я не знаю точно, кто они, но я немножко поузнавал, и я понял, что людям из России здесь достаточно легко останавливаться, потому что эта страна не в Евросоюзе, и здесь действуют более мягкие правила для россиян. Поэтому здесь их много, и они живут и по туристическим визам, и получают ВНЖ, ну и прочие возможности. И также здесь много белорусов, много украинцев, много ресторанчиков. Здравствуйте. Ну, в общем, друзья, когда мы уже приехали в город Будва, то здесь наше впечатление изменилось. Первоначальное впечатление отступило на второй план. Море, курортный город, красота, расслабленная атмосфера, которую вы можете сейчас наблюдать вместе с нами. Но самое главное, что мы хотим вообще снять, это недвижимость. Мы хотим понять, насколько здесь дорого или дешево снять квартиру, купить квартиру, потому что здесь ВНЖ дают на основе того, что у тебя есть здесь жилье. Вот так вот. И нас это заинтересовало, потому что ВНЖ не так просто в каждой стране получить и жить там просто так. А если нам нельзя будет возвращаться в Украину, то нам как-то надо выживать. Вот поэтому мы здесь. Još ne sviće, rujna zora još ne trepti. List sa gora, ne čuje se glas slavuja. Zoru da najavi, zoru da najavi. Вышли мы из автобуса и сразу решили попить немножко чая. Зашли в первое попавшееся кафе и, в общем-то, здесь нам предложили красивый турецкий чай прямо в турецких стаканчиках таких. За 2 чая 2,60 мы заплатили, значит 1 евро 30 центов чай, недорого, хорошая цена, да. Но атмосфера, конечно, такая, я вам скажу, ну, немножко настораживающая. Куча всяких типов непонятных сидит, ну, такие, которые выглядят небезопасными, мне так кажется. Это, возможно, потому что возле вокзала, не знаю. Ну, в общем... Да, после Германии тут, кажется, как-то не очень. Может, с непривычки. Ну, и очень сильно напоминает в некоторых местах Украину. Вот еще такое блюдо сырное купили. Одно 2,10 стоит. Оно на вес у них продается. Сейчас надо попробовать. Я даже не знаю, как оно называется. Они нас научили тут говорить спасибо по-черногорски. Хвала. Слава? Хвала. Слава, это как в Чехии. Нет, как в Хорватия. Как в Хорватии, да. А у них тут был один язык, я так понимаю, раньше. Сербский, да? Ну, у каждого свой, но похожий очень. Это какой-то сыр. Творог. Солененький. Мы с тобой тут только одни в куртках, все остальные уже, ну, как бы в рубашечках, в футболках. А мы с севера приехали. Северные люди. Знаете, как называется улица, на которой мы сняли жилье? Она называется Попа Джоля Зека. Меня это уже пугает. Короче, приехали в страну, все курят, везде не проедешь, не пройдешь, везде Да. стройки, и улица называется Попа ЗКУ. Какого-то зэка Попа. Зека. Не, ну это не прикол, реально. Страшно уже туда идти. Курят все, мне кажется, даже коты. Мы приехали в Будву на 7 дней и сняли здесь вот такие вот апартаменты. Посмотрите, какая кровать, такая уютная комнатка, шифоньер. И все это стоит 27 евро в сутки. Это
уникальная цена. Это вообще 1/3 того, что стоит вообще в сезон эта квартира. Или не эта квартира, вообще жилье в Черногории. Хозяин этой квартиры вообще классный. Он нас встретил возле дома и рассказал нам по-русски все, что мы хотели бы узнать. А у нас вот такой вот классный город. Здесь горы, там море. Сегодня фестиваль, завтра магазины, говорит, не работают. Этот работает, этот дешевле, это туда поедете посмотреть. Я вам помогу арендовать машину. Просто он нас очаровал. И в этой квартире есть, конечно же, кухонька, в которой мы можем готовить еду. Вы еще не смотрели? Но кухня Смотрите. полностью со всей посудой, Вуаля. с мойкой, с плитой, с холодильником. Со штопором. О, штопор — это важная деталь, кстати, потому что мы его не возим с собой, Конечно. а потом приходится искать где-то. Мне очень понравился санузел здесь, очень чистый и уютный. Плитка такая вот, расцветка хорошая, прозрачное стекло на душевой кабине, чистый унитаз. Вообще, ну просто новый ремонт. Вообще все нулевое. Лада Такое волновалась, что может не быть фена, а фен здесь есть. Самое главное есть, но еще главнее главного это, Виталик, иди первый. Балкон. Да, друзья, у нас здесь нету вида на море, но здесь прекрасный вид на горы. Посмотрите, где мы будем по вечерам заседать. Если, конечно, у нас останется на это время, потому что мы себе напланировали столько много поездок, что у нас, наверное, дома и времени не будет сидеть. Мы обязательно здесь посидим и выпьем вино в такой красоте вечерком. Обязательно. Сушилка для белья. Короче, все, что нужно, все здесь есть. О, и здесь еще какая-то огромная терраса. Ну, наверное, она уже соседская. А, и пальма. Да, и еще самое главное, что попа злого зэка оказалась совершенно не попой и не злого, и даже не зэка. То есть наоборот, это имя священника. То есть попа это поп, от слова поп, от нашего слова. И звали его Джоли Дзетца. Вот так вот. А мы же Священник, подумали. видно, был хороший священник. В честь его назвали эту улицу. И я думаю, что здесь совсем даже не попа. Очень даже Не не попа, попа. да. В Черногории есть такое правило: если ты находишься в стране как турист, то ты должен платить туристический сбор. И для этого есть специальные пункты. Вот мы сейчас пришли в один из таких пунктов в Будве. Написано Tourist Information Point. И здесь мы должны заплатить за каждый день 1 евро с одного человека. Заплатили мы 14 евро за пребывание здесь. Ровно 7 дней по 1 евро с человека. То есть за нас двоих 14. Вот такие нам квитанции дали. Одна квитанция с нами до выезда. А вторая квитанция, мы должны отдать ее собственнику Хозяину, квартиры. да. Да, для того, чтобы он тоже отчитался за наше пребывание. То есть для этого надо паспорт Да. и адрес, по которому ты проживаешь и сколько дней. Сколько дней, да. Да. В паспорте они смотрят на въездной штамп. И Да, по когда ним- ты въехал. Да, так просто на слово не верят. Да. Ne čuje se ni žefira niti svirka od pastira, tišina je svud okolo, sve živo počiva, sve živo počiva. Эта набережная не длинная, но очень людная. Мы идем сейчас по направлению к старому городу. И там сегодня проходит ежегодный фестиваль рыбы. Там, говорят, на этом фестивале рыбой угощают просто бесплатно. Но хозяин нашего апартамента сказал, что там обычно очередя за бесплатной рыбой и бесплатным пивом или вином. И нужно немножко постоять, чтобы взять бесплатно. Это, скорее всего, устраивается за те деньги, которые туристы платят, когда каждый день по евро платят за пребывание в городе, да? То есть, по сути дела, мы уже оплатили свой ужин, если нам удастся достоять до трапезы.
Ну, мы такие уставшие, вряд ли мы будем стоять. Но меня поражает обилие котов и собак. Это просто... Ну да, да. Уже чувствуется, что это не Евросоюз, и здесь отношение к Эй. собакам и котам другое. И мы видим много котов на улицах. Не все они домашние наверняка. А вот и очередь, смотрите, вот эта очередь за бесплатной едой, вон туда, на раздачу. Пойдем посмотрим, что раздают. Тут скорая помощь сразу стоит. Может, кому-то от рыбы не очень хорошо станет. Вот видите, женщина взяла бокал и рыбешку. Целую рыбешку дают. Действительно раздают бесплатно рыбу. Обалдеть. Вот сырая рыба лежит, видите? А вот ее жарят. Скумбрия. И каждому, видите, каждый, кто уже выстоял очередь, им раздают эту порцию рыбы и порцию пива. Ну, это прикольно, конечно, но мы с Я Ладой, такого нигде еще не видела. Вот так вот, да? мы с Ладой не выстоим, это У нас слишком... просто нет сил. Мы сегодня ночью не спали, ехали и вообще еще не отдыхали. Да, это очень тяжело для нас. Да. Хотя, конечно, угоститься было бы супер, да? Когда приезжаешь в новое место, в новую страну, просто спать не хочется. Особенно, когда видишь вот Столько такие энергии. вещи. Посмотри, Откуда какие оно? нарядные люди идут. Это какой-то карнавал тут еще. Обалдеть просто. Придворные дамы. Да. Ну, а здесь сцена и поют какие-то песни, незнакомые нам. Ono bi staro, daško smo se svi, prijatelji dragi, baš bi slaviti. Srdele su svane, vino rumeno, običaje naše, stare štujemo. Kada se slavi, onda se pjeva, nek ide spava, kome se zvijera, mi ćemo ovdje do jutra ostati. Kada se slavi, onda se pije, nek ide spava, to zato nije, mi ćemo ovdje do jutra ostati. Люди идут уже с рыбкой. Ничего не говорят. Da bi pjevao, ono bi staro, Вот здесь жарят, раздают, а очередь находится вон там, дальше, длинная. И здесь очередь. Короче, здесь много очередей. 3 точки, по крайней мере, где раздают рыбу. А это крепостная стена старого города Будвы. Мы завтра пойдем туда гулять. Да, завтра мы Когда будет уже светло уже и все детально, видно. детально при хорошем освещении поснимаем. Там очень интересно. А сейчас пойдем домой уже отдыхать. Давай еще к морю подойдем. Но очередь я не выстою. И Да. потом, ты знаешь, там такой аромат стоит интересный. Вот жареная скумбрия и немножко даже горелая. Она видно, еще горит. Горит. Я насчитала 4 таких полноценных огромных очереди. Залезай. Посмотрим на пляжик. В Черногории есть 2 алфавита, латиница и кириллица. И вот здесь это очень хорошо видно. Написано Будва латиницей и Будва кириллицей. Вообще это у них даже в школах преподают на 2 алфавитах. Почему не выбрать один? Но так исторически сложилось, как говорится. И у них даже есть в некоторых словах используются разные буквы из разных алфавитов. Например, слово полиция, написанное на кириллице, содержит один символ из латиницы, букву J, и оно читается как И. Я сначала не мог понять, какой официальный у них шрифт. А вот видите,
используются оба одновременно. Половина на одном алфавите, половина на другом. Черногория не является страной Евросоюза, не входит в ЕС, тем не менее использует европейские деньги. И это очень удобно для приезжающих из ЕС, не нужно ничего менять, цены в евро, все прекрасно, берешь, просто расплачиваешься в любом магазине за любую услугу. Вот красивая картина, всего лишь 10 евро, не так и дорого. Пусть покупай. Жалко, что мы на самолете. И продается рядом с этим памятником гимнастки. Но вот с мобильными операторами проблема. В Евросоюзе действует такой вот европейский роуминг. В любой стране Евросоюза ты со своей сим-картой можешь свободно приезжать и, не доплачивая никаких денег, получать все те же услуги, что и в своей стране. А здесь, в Черногории, очень дорогой роуминг получается. Дешевле купить их сим-карту с интернетом, для того, чтобы иметь связь. Вот мы с Ладой такие сим-карты приобрели. По 15 евро продаются эти сим-карты в аэропорту. И по 500 гигабайт на каждой сим-карте интернета есть. Это очень много, очень хорошо. Но плохо то, что почему-то в одном из телефонов у нас эта сим-карта не заработала. Посмотри, что она делает. Самый уютный пляж в Будве называется Могрен. Почти как Морген, только немножко иначе. Он находится среди скал. Очень интересный путь к нему под скалой, по такой узкой тропинке, специально сделанной. 3 часа дня, полный пляж людей. Многие люди купаются, все загорают. 22 градуса тепла, а вода, я даже не знаю, наверняка... 20. 20? Ну, как минимум, да. Ну, Как максимум 20, а может даже 19, потому что мы только что купались, вода была немножко такая холодная. Самую отдаленную часть пляжа можно пройти через пещеры. Здесь нужно быть немножко экстремалом, ладно. Смотри, как здесь нужно ходить. А можно я так не буду обходить? Виталик, ты же знаешь, как я могу. Здесь вода. Тут есть ручка, за которую можно держаться, видишь? Капец. Ой. Не обязательно. Ну, кстати, эта ручка, она только мешает. Можно. Лада решила не идти. Ей не понравилось там пробираться, слишком рискованно. Можно, конечно, просто взять и переплыть вот так вот по воде. Ну и вот, смотрите, какая часть. Здесь даже бар есть. Он, правда, сейчас не работает, уже не сезон. Небольшой пляжик, но тоже масса людей. Возможно, сюда можно прийти еще каким-то другим путем оттуда. Непонятно, почему этот мостик когда-то поломался и никто не делает его по новой. Потому что, ну, в общем-то, это такой небольшой экстрим ходить здесь. Можно упасть. Мне-то упасть не страшно там в воду. Вопрос в том, что камера, там мобильный телефон. Ну, в общем, я не рискнула. А люди ходят. Просто отпусти, взлетай, нас ничто не держит здесь. Мы мечтали сделать свой рай, но не дотянулись до небес. Встречаю новый день таким, как он есть. Пища и ночлег, все, что нужно мне. Жажда, что сожгла меня изнутри, больше не горит. Смотри, просто
Отпусти, взлетай. Нас ничто не держит здесь. Мы мечтали сделать свой рай, но не дотянулись до небес. Большинство блогеров, когда показывают Будву, они показывают старый город. Ну и мы, конечно, не исключение, потому что это очень интересно. Это древние стены, узкие улочки, город, построенный венецианцами. Друзья, мы должны походить там и посмотреть на красоту. Это самая туристическая достопримечательность. И построен этот старый город на небольшом выступе, полуострове, который уходит вглубь Адриатического моря. Здесь такие красивые яхты большие и кораблики поменьше рядом припаркованы. Ресторанчики, атмосфера очень курортная, очень туристическая. Кроме того, говорят, что в старом городе здесь все еще живут люди, просто живут. Посмотрите, сушится белье прямо по центру старого города. Я не знаю, заходим ли мы с парадной стороны или с какого-то первого попавшегося входа, но вход такой достаточно манящий. Посмотри, здесь сразу очень узкие улочки и очень атмосферно по-средневековому. Буквально, да? В итальянском духе. Ну да. Просто походим по улочкам, и я то, что знаю об этом городе, расскажу. Дело в том, что этот город древний, но был разрушен в 1979 году большим землетрясением. Здесь, в Черногории, часто происходят землетрясения, но они обычно не достигают больше, чем 3-4 балла. И поэтому больших разрушений обычно не бывает. Но раз в 100 лет, так скажем, да, или может даже реже, происходит сильное землетрясение, потому что здесь, именно на побережье Адриатического моря, встречаются две плиты. Одна африканская плита большая и европейская плита. И вот иногда происходят смещения какие-то. И Надо очень хорошо подумать вообще, прежде чем сюда переезжать. да, ты так можешь переехать, поселиться, а здесь тебя накроет каким-то землетрясением. Все это отстроили, и выглядит оно аутентично, по-настоящему, как и было до этого. Всюду практически лавочки и ресторанчики. Сувениры продают, и можно что-то перекусить. Но на более высоких этажах живут люди, там вон кондиционеры, в общем, можно здесь жить. Я не знаю, Лада, хотела бы ты жить прямо в старом городе? Не знаю, скорее всего нет. Здесь хорошо гулять. А вот тут я не знаю, я вижу купол церкви, поэтому лучше, наверное, пройти к церкви. Он совсем небольшой, этот старый город, и в нем есть бродячие собаки. Возможно, это чей-то пес, но бродит сам по себе, поэтому, возможно, он общий тут. Церковь Святого Иоанна здесь находится. Зачем так узко строили? Просто потому, что не было места. Ну, раньше просто не было машин, не знаю, но были же кареты какие-то. А здесь никто вообще никогда не проедет ни на чем. Я, кстати, знаешь, об этом тоже подумала. Допустим, у нас здесь квартира. Попробуй здесь делать ремонт. Подвести, допустим, ту же плитку или еще что-то. Какой-то материал привезти и выгрузить невозможно. Вот и площадь церковная. Ну и, естественно, здесь тоже ресторанчик. Любая площадь занимается столиками. Здесь место очень ценно. И чем ее занимать? Конечно же, рестораном. Церковь и цитадель – это самые две главные достопримечательности в старом городе. Вот видно церковь отсюда, и сразу же начинается цитадель, то есть крепость. Это какая-то часть в руинах. Опять же ресторанчики вокруг. И здесь, посмотрите, какие мощные старые стены стоят. Эта крепость для защиты строилась. Сейчас в ней музей и опять же ресторан. Туда можно зайти вовнутрь. Это билетик.
Это билеты, да? Спасибо большое. Отсюда начинать. Да? Çünkü buraları da Oradan değil yavrum şu taraftan. Потрясающе, какая чистая вода в Адриатическом море, пальмы. Из-за климата, конечно, мы задумываемся над тем, что действительно, может быть, и переехать сюда. Очень много таких моментов, которые совпадают с нашими представлениями о жизни, С вообще нашими желаниями. с возможностями, с нашей ситуацией. Конечно же, эта страна не для всех подойдет, и, возможно, в ней есть какие-то свои минусы и тараканы, но Друзья, давайте на минутку отвлечемся от Черногории и вспомним наше прошлое видео, в котором мы просили вас о помощи. Мы попали в сложную ситуацию, в которой мы бронировали билеты, не забронировали, и с нас требуют оплатить почти полную стоимость билетов. Совершенно несправедливо. Мы хотим выразить вам свою огромную благодарность за то, Спасибо что огромное. вы очень много написали нам комментариев с подсказками. И, конечно же, мнение наших зрителей разделилось. Половина зрителей писала, что оплатите и не морочьте себе голову, будете спокойнее спать. Меньшая половина, кстати. Меньшая часть, да. А большая часть зрителей писала, что ни в коем случае не платите, это мошенники, нужно их наказать, пускай не зарабатывают на честных людях. И даже многие люди писали нам в личку, подсказывали, как поступать. И я хочу отчитаться немножко о том, что сейчас происходит. Мы подали заявку в Общество по защите прав потребителя, написали им, объяснили им ситуацию, написали им письмо, и теперь ждем от них ответа. Они уже один раз нам ответили, сказали, что рассмотрение нашего дела будет приблизительно длиться 4 недели. Поэтому результат пока нам неизвестен, и как только будет какой-то результат, мы вам об этом сообщим. А пока всем спасибо, возвращаемся в Черногорию, которая на картах на английском языке обозначена как Монтенегро. Обалдеть. Какое название, да? Шикарное. Красивая, да. Черногория не там. Да, Черногория это как-то просто Монтенегро. Вот это да. Вот где мы находимся. Лада тут уже прижила собачку. Кстати, вот чем отличается Черногория от Германии. Таких бездомных собачек в Германии нету. Смотри, она теперь будет с тобой ходить. В общем, мы нашли мегамаркет и сегодня должны купить здесь продуктов. Песик тоже хочет с нами в магазин, но его не пускают. Давай посмотрим вообще то, что мы обычно покупаем, сколько, что почем. Это же интересно. Яблоки евро 20. Благо, что Класс. здесь валюта евро, поэтому можно Сравнить. сравнивать. Смотри. Евро 20 это, по-моему, дешевле, чем в Германии, да? Евро 30, евро 20. Картошка 65. 65 центов. Да. Видите как? 90, 65. Сосиски Сардельки. вот такие 3,30. Ну, сосиски, кстати, не совсем дешевые. Сыр. Сыр стоит, обыкновенный сыр 3,20. Слушай, дорогие цены Да, они для сыра. дешевые. Моцарелла 7,85, смотри. Ничего себе, ты ж... Ну, большой кусок. Большой кусок. Да. Очень трудно сравнивать, потому что
потому что разная расфасовка, разный вес, разные производители. Какой-то сыр Лада нашла. Но это эксклюзивный, вообще не поймешь. 7,55. Дорого. Это очень дорого. Мы покупаем наподобие кусочки, они 3-4 евро стоят в Германии. Ну, это большой кусок, конечно. Сколько? 18,50. Я не поняла. Это мне кажется, смотри, цена... 1 килограмм 18,50. А, 1 здесь килограмм. 262 грамма. Сколько цена, неизвестно. А это тебе на кассе, наверное, скажут. Ну да. Давай про Кока-Колу посмотрим. А ну, Кока, она везде одинаково стоит. Евро 45. Приблизительно там евро 65 стоит в Германии тоже. ТДИ масло. Сказали, что масло в Черногории очень-очень дорогое. Ну, Гораздо посмотри. дороже, чем в Германии. Реально. Бисер. Но вот это масло 4,45. Вот конкретное масло 4,45. Вот цена бисер. Бизер 4,45. Вот это масло 4,55. Ну, Вот это оно. дороже, да, дороже, чем в Германии. И причем здесь 200 грамм упаковки, а в Германии 250 грамм. Сарасина, видишь, вот тоже. Это индюшка. И индюшка стоит почти 7 евро. Здесь почти килограмм. 900 грамм стоит 7 евро. А вот курица стоит 3,54. Здесь 656 грамм. Ну, не дешево. Я покупаю гораздо... Там килограмм у нас стоит 5 евро крылышек. Ну, тут крылышек я вообще не вижу. Ладно, возьмем такого мяса. Вот выбор колбас, мне кажется, побольше, чем в Германии. Посмотрите, похоже на украинские прилавки. Разнообразные копченые колбасы, копченые курицы, всякие балыки. Смотрите, какое разнообразие сала всяких. В Германии как-то в обычных лидлах такого выбора нет. Мед дороже. Я смотрю, мед дороже здесь. Варенье дороже. Смотри, варенье здесь стоит 4,10. Немецкие цены отдыхают. Посмотри, помидорчики 7,50. Маленькая баночка. Так. Чаи тоже не дешевые. Может быть, потому что это курортный город. И здесь все для отдыхающих, немножко с наценкой. Как хорошо все на русском говорят, все можно рассказать. Короче, здесь самая дешевая свинина. Ну вот она на уровне курицы, даже дешевле. Я купила, смотри, килограмм ошейка, самого мягкого мяса для жарки, он мне еще и порезал. И это все стоило 7 евро. 7 евро килограмм? Да. Отличная цена. Представляешь, Да. а говядина в 2 раза дороже, там от 10 и до 36 даже, 15, 14, ну, в зависимости от это самое. И курица тоже наподобие, вот такая же цена, как свинина, чуть-чуть дороже. Это интересно. Почем сахар? Сахар это важный показатель. Вот это же сахар. Цекер или зекер, да? Зекер. О, он дешевый здесь. 87. 87 центов. Это недорого. Хлеба есть разнообразие всяких выпечек. Ну давай просто приценимся. Вот такой батон у нас такого вообще нету. Вот резанный евро 40. Евро 50. Вот смотри, батон, как у нас был раньше. Знаешь, я в Германии Украине, таких да. не видела. Евро 50. Вот такие пончики очень дорогие получаются. В Германии наподобие называется берлинер и стоит одна штучка 60 центов. А здесь 2 штучки 2,20. Это получается в 2 раза дороже. По евро 10 одна штучка. Ну, может быть, они немножко другие сами по себе. Может, они вкусные, мы не знаем. Нашли мы молоко. У них здесь вот стоит целый контейнер вот таких упаковочек. Цена 89 центов. Это дешевле, чем в В Германии. Германии. Хоть что-то дешевле. 2,8 жирность. Берем. Так, яйца 2,20. О, хорошая цена 2,20. Почти как в Германии, да? Да. На 20 центов дороже Да, всего лишь. они, наверное, маленькие. Ну, обыкновенные яйца нормально. Фух, так трудно в незнакомом магазине выбирать Это товар ужас. незнакомый. В общем, набрали 2 кулька. Вот, посмотрите, еды. И это еще не все. Мы еще хотим овощей посмотреть на рынке рядом. Эти 2 кулька нам обошлись в 50 евро.
Я тебе что хочу сказать, что эти же продукты в Германии обошлись бы нам дешевле. Они бы были, наверное, 40 евро на 10 точно. А тут мне понравилось, девушки на кассе подходят и упаковывают нам товар. То есть обслуживание, ну, такое. Очень хорошее обслуживание, но у меня такая мысль возникла, может это какой-то дорогой супермаркет, может здесь есть Ну, может. дешевле все. Пока мы ходили по супермаркету, рынок закрылся. Он, оказывается, с 7 до 3 часов работает всего лишь. Влада пошла за картошкой тогда в супермаркет снова. Мы уже побывали в супермаркетах, посмотрели на цены в ресторанах, и мы поняли, что в Черногории с продуктами не так-то и дешево. Здесь, видимо, многие из продуктов привозные, и поэтому цена не меньше, чем в Германии. И питаться здесь будет не дешевле, а заработки здесь, увы, меньше. Поэтому в этом плане Черногория не слишком выгодна. Но вот в плане жилья это уже намного выгоднее, чем в Германии, потому что аренда жилья не в сезон, имеется в виду в курортных городках, или же подальше в горы будет стоить дешево, намного дешевле. Поэтому, в общем-то, если забиться туда, наверх, в какую-нибудь деревню горную, снять там жилье и найти какую-то точку, где продукты подешевле, чем обычно, то можно неплохо устроиться. Но в среднем мы точно поняли, что здесь продукты не дешевле, чем в Германии. А учитывая еще, что налоги здесь меньше и не надо платить страховку Медицинскую каждый обязательно, месяц да. по 400 евро, поэтому где-то то на то, наверное, как-то и выйдет. Это не точно, мы будем узнавать. Холодно, не холодно. Замерз. Когда поплавал, уже не холодно. Вода как на Балтийском море, реально. И сейчас вышел, не холодно. Мне показалось, она теплее гораздо, чем на Балтийском море. Страшнее заходить в воду, чем выходить. Мы присели в ресторанчик в очень красивом месте, соблазнились на место у воды. За столиком и тут рядом котенок подъедает. Но вообще, конечно, просто ради того, чтобы посидеть здесь у моря, у причала. Смотри, там внизу плавают рыбы в прозрачной воде. Тут просто ради самого места можно заплатить, да. В общем, заказали мы местное блюдо чивапчичи. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, с чем что, но его это едят. что-то на гриле, колбаски, мясо. Посмотрим сейчас. Потом греческий салат и 2 пива. Ну, Пиво сейчас просто в такую летнюю погоду будет самое то, что нужно. Нам принесли греческий салат и хлеб. Посмотрите, сколько хлеба. И это презент от заведения. серьезно? Ух Да. ты, я даже не заметил. Да. Красота. Представляешь? Мгм. И главное, официант нам сказал, если будет много хлеба, то вы можете покормить рыбок. И он, видите, люди с соседнего стола бросают рыбкам хлеб. Это вам не Германия. В Германии за это 500 евро штрафа. Да. Мы спрашиваем у него, разрешено кормить рыбок? Он говорит, нужно. Нужно. Обалдеть. Ладно, отломай кусочек. Дайте ему рыбку. Да, конечно. Мы столько не Мы съедим. начнем с этого. Да. Опа. Ух ты, вот это зрелище. Класс, переезжаем в Черногорию. Я понял, это фишка этого ресторана. О, наконец нам принесли основное блюдо, но я уже успел забыть, как оно называется. То есть 2 порции мы бы не съели точно. Никак, Мы да. молодцы. Посмотрите, сколько здесь всяких этих сосисочек или что это, или колбаски жареные с картошкой фри. О, это то, что я хотел как раз. И нам на двоих этого просто с головой. И еще плюс салат. Виталик, попробуем. Супер, да? Пахнет дымком. Мягкое мяско. Это даже не просто сосиска, это мясо на гриле. То есть фарш на гриле. Это какое-то Это очень национальное вкусное блюдо национальное. черногорцев. А мягкое какое мясо. Оно просто тает во рту.
Я думаю, где-то на 30 евро мы тут наели, но очень вкусно. Я такого мяса, вообще таких сосисок, Я не пробовал еще тоже. не пробовала. Аналогов нет, называется. Немецкие отдыхают. Все, переезжаем в Черногорию жить. Да, на, бросай кусочки. Рыбок кормить можно. Сосиски просто обалденные, колбаски. Колбаски, кстати, из телятины сделаны, молодой. Как они его вкусно готовят. Вкусно очень, да. Ну что, давай рыбок покормим, а то Рыбки. рыбки голодают тут бедные. Ух ты, вот это они накинулись. Влада щедро им такой От кусок. нашего, слышишь? От нашего стола От вашего стола. нашего стола к вашему столу. Налетай.